Дима, 7000 subscribers. Да, поздравьте меня, 7000 подписчиков. Hola, what's up? Сегодня мы пьем кофе, сейчас время 6 утра. Да, 6 утра. Ждем еще ребят. И поедем на остров. С нами будет Олег. Всем привет. Вон и ребята подъехали. Не видят меня. How are you? Hi. Good. Finally, nice to meet you. Так, это Ральф. Hey, man, Кристина. where's my camera? Кристина. Да, Ральф тоже снимает видео, блогер. Вот, они из Америки. You from Miami? We're from Haiti, but we lived in Miami. Жили. IT. I don't know if How to say it in is Dexter there? Dexter. You know Dexter? No. No. What's that? It's just The show? my favorite serial. The show, like the. Yeah. I want to make her watch it. I haven't. Они даже не смотрели. С Ральфом мы познакомились тоже. Я смотрел его видео еще до того, как поехал в Дананг. Вот. Он тоже такой начинающий блогер. Там оставлю ссылку в описании. Ukraine. Ukraine. Hi, All right, nice to meet you. Christina. Nice to meet you. Well, nice to meet you. Hi. Naivi. Naivi. Yes. Okay. Real coffee. It's our car. Oh, it's good. I remember. Дима, GoPro не забыл взять? Он на столе, не? Не забыл? Я шучу. У тебя еще нет GoPro. Yeah, the water is that's what I see. Ух, уже так жарко. В общем, мы куда-то приехали, пока непонятно куда. Водитель говорит неправильно. Они прям надевают на меня. Заставляют купить шоп. Con, mua này hả? Блин, ну это не от копейки, ну это... Потом Да, подарим. оставишь нам. Вам? 330. Yep. That's the price you got, right? So, 8 a.m. How many people? 5. Олег decide to buy everything. Все, мы нашли наш офис. Оказалось несложно. Билет туда-обратно 350 тысяч стоит. Напишу, сколько это в долларах. И сейчас нам тут кофе предлагают. Да, сейчас пока будем ждать, будем пить кофе. We will wait just them. Все, здесь прям по туристам соскучились люди. Разрывает. Все, вот здесь вот такая цивилизация прям. Все серьезно. Не как на Апае, конечно, на Филиппинах. Птички-то такие прикольные. Да, не так много места здесь у нас. Rồi mà cầm món kêu lại phương án chứ lộn gì đứng nhà nhát mà phương án nữa. Да, все, приехали за полчасика. Уже поташнивать немного от такой качки. Прям конкретно колбасит, конечно. На волна. Hello. Yeah, I think it's here. Nice to meet you. Степанов Дмитрий. Все, нас здесь встречает хост, хозяин апартамента, с которым мы списывались. И он нам подсказал с этим, с лодкой. Так что все просто. Так, сказали, стоит байк
такси только здесь, только байки, 70 тысяч. Вот, но мы можем арендовать собственный байк за 150 тысяч, что будет разумнее. И мы можем еще ездить куда угодно. Вот. Так что лучше арендовать, да, за те же деньги. Плюс еще будем мобильные. И в 6 километрах отсюда находятся апартаменты, которых мы забронировали. Апарты мы забронировали за $10 за комнату. Вот. Вот такие байки они предлагают нам. 180 тысяч, но с полным баком. 150 за байки, 30 за бензин. Так, ну все нормально, пока только уехать не можем, не заводятся байки. Все, шлемы есть, но нету зеркал. Сказали, здесь нет полиции, так что все норм. Так, чисто для защиты. Все немножко грязно, но что вы хотели? На необитаемом острове практически. Ну как необитаемом? Немножко обитаемый. Погнали! В общем, да, мы приехали, 6 километров, и остров прям такой, не такой уж, да, насыщенный на самом деле, дикий прям. Кроме дороги ничего не было до сюда. Вот мы ехали здесь. Собака. Hello! Собака. Синчао! Все, сейчас посмотрим наши комнаты. Синчао. So those, a lot of people have a big burn right there. I'm good. You already had this? Yeah, it's called the Vietnamese tattoo. It's his fault. Filipino tattoos. Filipino tattoo. So burn from bike. Yes. Yeah, it's a tattoo. Ральф говорит, это называется вьетнамская тату, когда ты обжигаешь ногу об трубу, как у Найви тогда. Same, yes. Вот, останавливаемся мы в так таковом Homestay называется. Типа хозяева делают отель, ну там с общей кухней, с общим туалетом и комната. Ну, я так это себе представляю. Что посмотрим здесь Homestay. This is my first experience being around other vloggers. But this is Гостеприимные очень, да, хозяева. Я и прочитал это на Airbnb, что мне нравится, что там есть рейтинг и гостеприимство, он пишет, люди очень хорошие, это самое важное. Mama, hi, Master Chief. Master Chief, I thought. Master Chef. Fish. Вот так нас, говорят, возьмут на лодке, на сноркелинг. Все думали, что здесь будет, может, электричество по расписанию или вода, а здесь скорость 50 мегабит Wi-Fi. То есть, блин, офигенно. Ральф говорит, это быстрее, чем у него в Майами дома. Комнату посмотрим. It's to... This is my bed, and that is yours. Relax. Relaxing. that's a room too. One. You like here? Yes. The best room. Да. Нави забрала самое лучшее, наверное, самое светлое. You want to switch? No, thank you. Вот такие комнаты. Ну, 10 за $10 зато. Ну, что, переночевать, в принципе. Поспать. Чтобы поспать нормально. That's it. We're gonna go get ready now.
Компания блогеров. I didn't get your bed. 2 beds. Мы ждем 11:30 обед, и они нас будут кормить, а потом отвезут куда-нибудь на лодке, сноркелинг. Snorkeling or swimming. Поэтому у нас есть пару часов подождать. Такой вот пляж рядом с нашим хомстеем, рядом с нашим домом. И хозяин сказал, что мы сейчас можем дойти пешком до пляжа какого-то нормального. Мы просто сходим пешком, а потом будем уже обедать и поедем на остров. Фу, не на остров, а именно на лодке, на сноркелинг. Сейчас пока подводный бокс не беру, наверное, здесь нет смысла. Просто посмотрю с маской. С подводным боксом. Вот маски, здесь целый мешок масок можно выбрать. Погнали, посмотрим. Все, пойдемте разведывать остров пешочком. Прикольно, здесь так уютно. Как-то все по-домашнему. Можно отдохнуть от городской суеты. Все такие тут на релаксе, отдыхают. А вот и мы будем такие же. Рыбка, чай. Чай здесь сушится. На кладбище какое-то напоролись и Будду спящего. Да, здесь этот военный дот. Огневая точка, да, называется? О, ящерица и телевизор выброшенный. Кто телевизор выбросил? Так, ну вот такой пляжик. Рыбацкий. Рыбацкая деревня такая. Лодки повсюду. Все, посмотрим, что тут под водой. Я взял груз с собой даже на остров. Все, вот и закончили плавать. Вот на Ральфа GoPro бы снимали, так я камеру не брал. Вот, ну видимость такая себе. Собачка тут кушает. А кораллов намного больше, чем в Дананге, там разные кораллы. А много было этих медуз, которые жарят немножко маленьких. Вот, также там есть пирс, где можно попрыгать. Рыбок побольше, да, здесь. Ну, не как, опять же, не как Филиппины. Не так много живности, но больше намного, чем в Дананге, по крайней мере. Сейчас будем есть и потом на лодке еще куда-нибудь поплывем. Довольно-таки вкусно. Так, кажется, было не все. Столько еды. Какие-то панкейки. Потейто, картошечные. А, драники, да? Да. Драники. Драники? Рыбка вкусная. Здравствуйте. Все дела. Мое почтение. Привет. Здравствуйте. Наелись, напились. We have Russian, Philippine, One more. Ukraine, Haiti. So we're gonna. Cheers and water. Which language are we doing now? Vietnamese first. Because we're in Vietnam. Alright, we're in Vietnam. Vietnamese. Alright, let's go. Mode. Hi. Hi, bye. Будьмо! Дрон тайм. Пока полицейский отъехал, нам хозяйка сказала, все, лети, вылетели, а он обратно приехал. Ну, короче, здесь строго, они сказали, 10 миллионов штраф. Лучше, в общем, не искушать судьбу. Может, если мы отплывем куда-то, там можно будет спокойно полетать. Ну, в принципе, я сделал самые важные кадры. Все, камеру убрал в подводный бокс. В принципе, вот такой груз сегодня попробую.
чтобы бокс не всплывал. Вот. Буду так что продолжать снимать на телефон. Правда, батарея осталось 20%. Так что увидимся под водой. Chokpag dali. Chokpag chapale. Oh, Dima, muscle. You have muscle. Welcome aboard. Cham. Все, мы здесь. 20-30 минут приплыли на другой маленький остров. Попробуем тут посноркать. Вот и вернулись. 3:30 время уже. Кто-то еще тут купается. Вот, ну в целом, да, здесь прикольнее еще, чем там и чем в Дананге. Побольше таких рыб крупных. Okay, now we're back at it. Maybe another 20 minutes. Какая? Да, красиво очень. С погодой хорошо повезло. Вот вернулись домой на остров. Eating chocolate wafer. And the sunlight is just out of view. Все, чуть-чуть отдохнули, дух перевели, устали, обгорели. И пойдем сейчас прогуляемся, пока солнце не село, перед ужином. А в 7 у нас будет ужин. Вот. We're gonna do an island tour. Along those days, I see you. I see you.
Все, что-то охранник нас туда не пустил прогуляться. Пойдем на байке проедемся, сколько успеем, пока не стемнело. Да пойдем ужинать. Все, вот такой вот закат провожаем. Отличный. С приятной усталостью. О, прикольный пляж какой-то, да, внизу. Такой дикий. Дикий, прям такой, как на Филиппинах. Ну, извините, что я на Филиппины постоянно напоминаю, потому что мне больше сравнивать не с чем. Не с Россией уже. Сравнивать пляжи. Вот. Вот пляж. Все. Проводили закат и возвращаемся домой. Поехали. Поехали дома. Mama cooking. Mama cooking. Mama cooking yum yum. Yeah, mama cooking yum yum. Yum yum. Yum yum yum. Is that tofu? Мама готовит ням-ням. Oh, this is the best. With morning glory. I love Delicious. Mama tired already. Все, играем в карты. Научили играть в дурака всех. Теперь можем играть. I don't have 10. 10, 3, 8. Спасибо большое. Майо. Мою почти. Найви топит Олега. Первый раз играют, а уже затапливают. Найви. I'm so Найви вышел из игры I'm тоже. done. That's for you. I win. Can I play this? Swim there. Кристина. I did give you a lot of cards. I'm gonna lose. Все, время 5 утра следующего дня. Только мы с Олегом вышли. Только мы с Олегом вышли, как договорились. Вот. Пойдем проедемся вокруг острова. Ну, рассвета, походу, нет, да, сегодня все равно. Я хочу солнца. Я хочу солнца. Это пример для тех, кто английский учит, что надо его практиковать постоянно. Она пытается постоянно говорить на русском, хотя знает там 100 слов максимум. Но уже пытается. И это понятно, в принципе. Вот. Поэтому не надо на английском бояться говорить. Потому что все равно люди поймут, это главное.
Вот и нашли мы рассвет. Прямо здесь, другая сторона острова. Обезьянки там сидят. А, уже убежала. Там сидела сейчас обезьянка. В первый раз так вижу близко обезьяна. Та последняя, которую я снимал, хотела на меня запрыгнуть или что-то сделать со мной, в общем. Это мы, видимо, прям наверх заехали, все-таки нашли дорогу. Сделали пару кадров с дрона, пока не увидел с дрона там какого-то чувака, направляющего к нам стремительно. Но, как оказалось, он шел мусор выкинуть просто. А я уже свернул дрон. Ну ладно. Все равно не надо злоупотреблять. Я снял пару кадров, достаточно. Зря Олег с нами не поехал. Вон внизу. Обезьяны, наверное, здесь где-нибудь живут. В этих деревьях. The sun is going down. Your skin is like a painting. The light is perfect now, but I can feel it changing. Kids are probably soon. Don't get me wrong, I'm ready. Так прикольно, здесь вообще никого нет. Как будто снова на Филиппинах, вот, где мы принадлежали сами себе. Никто никуда не останавливает. Вот дорога такая же похожая. Ездим тут вокруг острова, никого нет. И сейчас еще пару дорог посмотрим. Но, наверное, эти дороги просто идут вокруг. Вот. Здесь ни зданий, ничего нет. Абсолютно дикая природа. Обезьянки только. И все. Вот и как-то так. Let me stay right here. Just a moment. Что мы нашли? Вот это вы посмотрите, здесь вот эта высота. Вообще просто кино. Это кино. Птицы летают. Да, как в мультике каком-то просто. Just here. Stupidest way to die. Такое еще дерево нашли, с которым тут люди уже снимаются вовсю с утра пораньше. Вьетнамцы местные, туристы. Ну, походу, в обычное время, когда здесь не карантин, не после карантинное время, здесь, наверное, много туристов, скорее всего. Да, нам сейчас девушка, вьетнамка, рассказала, что этому дереву 1000 лет, оказывается. Хорошо говорила на английском. 1000 лет, значит, такое старое дерево. Мы так и доедем до дома, то есть, получается, мы круг сделали вокруг острова, значит, где-то час дороги на байке можно сделать вокруг острова.
Все, вот мы и вернулись. Вернулись через дорогу, которая прям близко находится. Там какая-то военная база, но вернуться через нее можно было. И нам шлагбаум просто подняли. Но если мы поедем прямо отсюда туда, то нас не пустят. Вот. Но отсюда прям очень близко этот топ. Вершина, это дерево, все это очень близко. Да. Но нужно ехать, объезжая весь остров. Вернуться как бы можно, да, а вот напрямую туда поехать нельзя. Вот, и у нас кофе тайм. Сделали нам такой. И чай похож на табак. Он горяченький еще. Кофе или чай? Какао. Кофе и чай. Кофе и чай. Или вода. Все. Вот наш завтрак уже начался. Окей, thank you. Олег тоже мясо не ест. Nami. Мы подумали, что лук это мясо, а оказалось, Приятного что это лук. Так, все проснулись. Сейчас будем рисовать в тетрадку, оставлять на память папе и маме. My drawing, it's the best. Yeah. First impression about this. Good job. Мы спускаемся на какой-то пляж еще. Решили отъехать, найти пляж какой-нибудь интересный. Поснимали сейчас обезьянок. Для стоков, я думаю, что-то возьму, загружу. Да, на этот раз у меня для стоков больше контента. На более красивый объектив. Не всегда успеваю поснимать. На этот раз успел. Как посуду мою загружу, овощи и так далее. Так, подходим к пляжу. Да, здесь как будто заброшенный отель. Но просто никого нет. Ресторан, вернее. It's like Сипалай. Да, вот такой пустой пляжик здесь. Красота. Смотрите на водичку. Она прекрасна. Прозрачная. Сейчас чем-нибудь на стойке поснимаю.
Все, вот и закончили мы здесь плавать, и нам пора возвращаться домой. Вернее, обедать. О, песок горячий. Вот, ребята, Ральф учил Кристину первый раз. Ну, она боится немного, небольшая фобия воды. И вот они тут по мелководью как раз хорошая возможность учиться. Нужно просто ложиться с маской, дышать, можно там песок потрогать, чтобы быть более уверенным в себе. Вот, просто расслабиться, дышать и привыкать к воде. Потом можно уже глубже, потом можно пробовать нырять. Это если есть фобия воды. Вот здесь прикольно плавать, вон там кто-то рыбку ловит. Здесь прикольно, что среди этих камней много всяких рыбок, да, довольно крупных. И туристов сюда доставляют, походу, вот на этой лодке. Это, видимо, туры прям из Дананга какие-то есть прямо сюда на пляж. Люди здесь разбредаются, отдыхают. Здесь лежаки, обезьянки сюда приходят. Вот, да. Здесь как будто ничего, не резорт никакой, здесь, возможно, кафе. И вот так людей привозят сюда отдыхать. В принципе, во время карантина отличная возможность. Ну, не карантина, в смысле. Отпуск теперь выглядит так, когда нельзя поехать куда-то за границу, можно приехать на другой остров, на пляж, здесь отдыхать. Вон обезьяна там одна ходит в беседке. Все, да, подъем небольшой, минуты пути, и мы уже у байков. So hot because I wash my face. Ivy, is that you? Is that you? Yeah. Where's off now? Where is Ivy? With us? Let's go. We have a new pet. Да, собака просто запрыгнула и едет с нами, и не хочет лазить. Так, собака путешественница. Yeah, go. Just bring him. He's jumped on the bike. So the dog jumped off the bike. You're so bad. It's a bad dog. You're such a bad dog. Why did you do that? Собака, жесть. Собака спрыгнула, где были обезьяны. Зашла в лес и выхватила маленькую обезьянку и начала его так трясти, разрывать. Вот. Там еще вьетнамцы подъехали, скинули, испугали ее, там кинули тапок. Я мотором ее испугал, и немножко покоцалась обезьянка маленькая. Но так как она маленькая, она гибкая, она, наверное, в порядке будет. И потом там ребята говорят, здоровая выбежала обезьяна, схватила ее и все, вытащила в лес. А эта собака, мы эту собаку увезли сюда. Оттуда. Мы не знаем, вообще она местная, нет. Она как ни в чем не бывала вообще. Тут пришла, вышла здесь и сидит, отдыхает в теньке, кого-то ничего не было. Лежит себе, отдыхает. Теперь бедная обезьяна замучила. Все, мы выезжаем. Покушали опять плотно, пообедали. И сейчас будет самое интересное, сколько мы должны за все. За лодку. За сколько мы раз? 3. 2 раза вчера ели и 2 раза сегодня. Лодка. И за гостиницу мы уже платили на сайте Airbnb по $10 за комнату. Все, мы считали. В общем, вышло 850 тысяч, это $35. Вот, учитывая, сколько мы ели, просто до отвала. Очень круто. И сноркелинг туда входил, это 150 тысяч сноркелинг. Вот вчера тоже нас на лодке отвозили. Еще мы пили кофе, там кола, вот, вода. Thank you. Thank you. No more yum yum. We will miss Nyam. Yum yum. Nyam. All right, we're out.
Да, так что если кто-нибудь сюда приедет, оставлю контакты, очень гостеприимные. Это самые гостеприимные пока люди, которые я здесь видел. В отзывах так и было. Сейчас вернем Бай. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, свои отзывы, что вы думаете об этом острове, как вам понравилось наше приключение. Байк опять не заводится. Вот. Делитесь с друзьями. Собака опять меня ждет. То есть собака хочет обратно ехать. Но мы ее не возьмем, а то она опять будет убивать обезьян. Плохая собака. No. Not today. I said her no, and she не успел договорить. Пока-пока. Увидимся скоро. Đây là cái đu của cái thằng này. Đồ môn. Hello.